В этом выпуске мы расскажем вам про роды в Аргентине, а именно как они проходят, что для этого нужно, получают ли люди гражданство или нет. Сейчас мы поделимся своим богатым опытом, расскажем о документах, которые нужно подготовить, о перелете, как он выглядит, как вообще в Аргентине выбрать госпиталь и все остальное. Давайте сейчас более подробно это покажем. Скажем для начала, какие документы нужно подготовить для перелета. Да, документов пришлось подготавливать очень много. Причем Саша улетела раньше с мамой, а мне предстояло еще забрать некоторые документы. И будьте готовы, что пакет документов очень большой. Он состоит из свидетельства о рождении, причем свидетельство о рождении... Мы делали новое, вот то вот наше советское не годится. Они делают новый такой зеленый формат А4, да, то есть мы делали новое свидетельство. Да, то есть сначала вот это старое СССРовское мы свидетельство меняли на новое свидетельство о рождении. Обязательно апостилировать документы, свидетельство о рождении мы апостилировали. Все апостилировали. Апостилировали, то есть обязательно апостиль нужно поставить. Потом справки о несудимости, то есть мы получали справки о несудимости, также на них отдельно проставляли апостиль. Вы должны понимать, что на это может уйти от 1 до 2 месяцев, и нужно быть готовым. У нас сроки были очень сильно сжаты, и мы старались все быстро-быстро успеть, и им повезло, хорошо, что мы все успели. Потом дальше, если вдруг у вас была перемена имени, то есть у нас вот было как раз Фамилия, смена фамилии. Да, у нас была смена фамилии, у нас была накануне свадьба, получается, мы расписались, и нам нужно было все это быстро поменять, и обязательно справка о расторжении брака предыдущего, справка о заключении брака, то есть это свидетельство, да? Свидетельство о заключении брака. Обязательно апостиль на него, то есть все документы вот эти нужно создать. Итого получается справки о несудимости, свидетельство о рождении, справки о заключении брака, о расторжении. Если, соответственно, был брак предыдущий, да? Да, и обязательно пакет документов для авиакомпаний. И какой бы авиакомпании вы не летели, потому что авиакомпаний много разных, люди выбирают разные пути. Это мы летели через Эфиопию. Обязательно звоните в авиакомпанию, у всех есть русскоговорящая поддержка, и сотрудники авиакомпании вам прямо предоставляют эти документы. Либо говорят, скачайте на сайте, либо присылают вам на почту, вы эти документы заполняете, и все. Мы эти документы, естественно, получили, узнали все правила, как нужно лететь, как нужно их предоставить, и договорились, спасибо той девушке, которая нам помогла. Доктору, да, было огромное спасибо. А какой момент? Нужно было улететь до 27-й недели, по-моему, обратно. Обратно, да, то есть надо туда улететь и обратно еще вернуться. Обратно, да, а я полетела туда уже на 30-й, да, на 30-й? Да, если не на 33-й, что-то было много. По-моему, ребенок. Ребенок просыпается, отлично. Сейчас расскажем. Про тебя рассказываем, как это было вообще. Это тебе просто, а нам не очень. Получается, ты летела на 30-й? Да, я летела на 30-й неделе, попросила доктора, чтобы она написала мне даже 25-ю, наверное, неделю или 26-ю. Вот из-за того, что уже прошло 4 месяца, я уже вот эти вот тонкости могу сейчас приврать. Но с учетом того, чтобы я на 27-й уже вернулась обратно. Да, обязательно. Да. Это просто нужно учитывать, нужно все это подготовить, заполнить правильно документы, ни в коем случае не ошибиться. Но в аэропорту они лояльно относятся, по сути, ко всему, мне кажется. Да? Но надо быть готовым. В Москве-то, когда садишься? Да. Ну, не сказала бы. Докапываться? Нет, ну все должно быть четко. Все должно быть четко. Да. Обязательно. Мы, кстати, несколько раз перезаполняли эти документы. Причем еще обязательный момент по поводу документов и нюансов. Если вы вылетаете в Аргентину и вдруг хотите еще сделать гражданство себе, и вы понимаете, что вы туда на год, на 2, на 3, может быть и больше, оставьте обязательно генеральную доверенность на родственников. Мы сделали так, что мы оставили
на родственника, естественно, на родного человека, генеральной доверенности желательно сделать на лет 10 и практически на все, что он может делать. Посещать разные инстанции, типа полиции, паспортного стола, там, нотариальные конторы, все налоговые и все-все-все остальное, чтобы не было никаких у вас проблем, не надо было ходить в консульство и так далее. Это прям тоже обязательно стоит сделать. Также вот как раз при получении всех этих бумажек. Плюс я, как муж, например, мог получить, за тебя я получал 2 документа. Да. Значит, свидетельство, по-моему, апостиль на нашем свидетельстве о заключении брака, и плюсом я получал справку о несудимости. Да, твою. потому что я уехала, а справки еще были не готовы. А Вот. мне уже нужно было скорее ехать. Да, поэтому с документами просто нужно быть готовым, все заранее делать, и, по сути, пакет документов-то, это кажется сейчас небольшим, а тогда это казалось вообще очень все сложно, долго, проблемно, и было все в таком оперативном режиме, поэтому немножечко паника даже, наверное, была. Но если это делать все заранее, это все без проблем. За счет смены фамилии, конечно. Вот если бы не смена фамилии, я же еще, получается, меняла срочно российский паспорт, я не могла сделать загран, я не могла все остальные документы делать, пока я не получу российский паспорт как раз-таки и загранник. Да? Это было веселуха, потому что нужно было сменить российский паспорт, мы его как бы поменяли, получили, потом мы куда-то что-то данные отправили в пенсионный фонд, в социальный фонд, нужно было дождаться какого-то обновления личного кабинета ИНН. у них, ИНН, вот этой всей истории, что-то там у них не подгрузилось, мы ездили в пенсионный фонд, мы посетили все инстанции, налоговая, пенсионный фонд, ЗАГС, Полиция. ну, в общем, вот все, которые только можно, нотариальную контору, все, что можно посетить, мы все посетили, это как в Comedy Club прикалываются. Вот. Поэтому к этому просто нужно быть готовым. Все собрать заранее, все четко. С этим проблем никаких не должно возникнуть. Всем привет! Начну рассказывать историю с самого конца. Я на 8-м месяце беременности, а именно 33-я неделя. И я лечу в Аргентину рожать. Как вообще пришла нам эта идея в голову? На самом деле, достаточно спонтанное решение. Мы с мужем очень легкие в этом плане. Мы летели на Бали и вдруг задумались. А полетели мы на Бали на зимовку. На 6-м месяце мы летали на пару месяцев этой зимой. И мы вдруг решили, что пора уже задуматься, где будем рожать. И решили, что почему мы должны рожать в России? Если сейчас есть такая возможность, если сейчас Аргентина дает гражданство двойное и со всеми вытекающими плюсами, а именно безвизовые посещение большого количества стран, а мы очень много путешествуем по миру, и, конечно же, для нас это просто огромный плюс по жизни. И, в общем, решение было принято вот так вот. Все, мы летим. Времени было достаточно мало, так как мы уже 2 месяца запланировали зимовать. И у нас был всего лишь месяц, чтобы успеть в сроки, потому что есть определенные сроки, когда можно лететь. И был всего месяц, чтобы подготовиться к вылету. И, собственно, вот мы уже сейчас в Домодедово, уже скоро вылет в Буэнос-Айрес, ну, будет с пересадками. Сначала пересадка будет в Эфиопии, мы летим эфиопскими авиалиниями. А потом уже в Сан-Паулу там будет дозаправка, и конечная остановка будет уже в Буэнос-Айрес. Дорога у нас займет от Москвы чуть больше 28 часов, там в районе 30 часов. Выбрали авиалинии эфиопские. Почему эфиопские? Потому что есть на других авиалиниях вероятность, что с таким животом могут не пустить на борт, могут развернуть. Почитали информацию в чате в аргентинском, и там писали, что вот эфиопы пускают, если все сделать четко, да, все документы подготовить. Катарские авиалинии и Emirates еще. Выбрали эфиопов.
документы, да, какие документы мы подготовили, мы запросили через эфиопов, собственно, они нам выслали на почту, что нужно, какие справки, мы их все заполнили. У меня даже получилось, там есть просто такие нюансы, невозможно купить билет в Аргентину без обратного. И, собственно, чтобы меня туда... И обратный билет для беременной должен быть не позднее 32-й недели. У меня уже 33-я. И мы договорились с врачом, и нам поставили 27-ю неделю сейчас на момент полета в ту сторону. А на обратный билет мы сделали возвратным. Он будет через 3 недели примерно. То есть там как раз до 32-й недели мы успеваем якобы обратно вылететь. И цель поездки — туризм. Лечу я в Аргентину сейчас с мамой. У нее получилось отпроситься на работе практически на 3 месяца. 3 месяца — это как раз максимальный срок, 90 дней максимальный срок нахождения на территории Аргентины. Мне, так как я рожу, я уже могу там находиться неопределенный срок. А в целом получение гражданства, оно примерно от 6 месяцев до 2,5 лет. Это в среднем такие цифры. Мы не знаем, как у нас пойдет. Ну, надеемся, что достаточно в скором времени получим. Муж поедет попозже, у него еще рабочие моменты незавершенные, мы ждем его недели через 3. Вот. А по прилету мы договорились, нас встречает доула. Доула — это женщина, которая будет со мной в родах. Она испаноговорящая, русская, но свободно разговаривает на испанском, потому что уже живет лет 30, по-моему, в Аргентине. И она будет сопровождать меня на все анализы, УЗИ, поможет мне с выбором роддома. Я еще, кстати, не определилась, это будет контракт, платные роды или все-таки буду рожать бесплатно. Это вот уже по факту будем решать. Вот мы сейчас приедем, пару дней восстановимся, освоимся и уже начнем ходить по больницам, по госпиталям и уже будем выбирать, в каком формате буду я рожать. На месте. 2 суток в пути. Из них 28 часов мы провели в самолете. Вообще не верится, что мы решились на эту авантюру. Маму пустили наконец-то. Мы в Аргентине. На самом деле довольно-таки спокойно пустили. Спросили только обратный билет и бронь жилья показать. Все, на самом деле больше переживаний. Сейчас идем получать багаж. Где-то нас уже должна встретить доула. Она писала, что на месте. Вообще не верится. Мам, как полет прошел? Хорошо. Думали, что будет хуже. Да, кстати, да, думали, что будет хуже, но и нелегко, я бы так сказала. Все равно это, конечно, испытание. Нам сейчас нужно еще найти своих 4 огромных желтых чемодана. Сейчас будем смотреть, где их выдают. Пока я был еще в России, Саша уже долетела с мамой, конечно. И как вас встретили, как заселились, как квартира, мы все это, конечно, я видел, какую мы арендовали, но я вживую-то ее не видел сначала. Нас встретила доула уже в аэропорту вместе с водителем. Доула, многие, кстати, не знают, кто это. У нас в России как-то особо это не практикуется, а здесь, в Аргентине,
ну, большинство пользуются этой услугой, ну, особенно кто русские приезжают рожать. Это женщина, которая, ну, помимо того, что она знает местный язык испанский, ну, она сама русская, много лет уже, практически всю жизнь она живет в Аргентине, но она еще и сопровождает в родах, она помогает с дыханием, какие-то моменты облегчает, то есть не просто переводчик, а такая женщина, помогающая женщина. Также мы с ней, да, она нас встретила, получается, мы взяли у нее весь комплекс услуг, целый пакет услуг, то есть можно было как-то точечно брать там только роды, например, только какие-то переводы, но мы взяли комплекс, это на самом деле было, это выгоднее, это комфортнее, проще. Что у нас туда было включено в этот пакет? Вот она нас встретила в аэропорту, она выдала сим-карты, жилье мы сами уже забронировали заранее. Даже водитель был. Да, был водитель, да. То есть они нас довезли до дома, и потом мы с ней вместе, мы с ней потом встретились, выбирали роддом, госпиталь здесь так называется. Ну, на самом деле выбор был, можно сказать, ограничен, потому что наша доула, она сказала, что если вы хотите рожать бесплатно, а мы решили рожать бесплатно. Почему? Потому что здесь на самом деле очень высокого уровня медицина и удивительное отношение к роженицам, вот к пациентам. Причем даже, получается, как мигрантам, то есть да, иностранцам, им без разницы, да, иностранец ты или местный, но отношение просто потрясающее. Знаю, что у нас не многие, не все медицинские учреждения могут похвастаться таким оказанием услуг, таким человеческим отношением, я бы так сказала, таким вот подходом. Да, я тоже успел это увидеть. Это, конечно, было что-то фееричное. Ну, удивительно. Вообще, когда, в принципе, мы после этого начали, когда сюда прилетели, в Аргентину, начали смотреть, сталкиваться, соприкасаться с людьми, то, ну, вообще другой менталитет. Абсолютно другой менталитет. Все пытаются помочь, все пытаются, там, все улыбаются, но это круто. И это было изначально с самого госпиталя начиная. Но и стоимость, давай, наверное, про стоимость. Стоимость услуг у Дуолы было, по-моему, $1500. Да. И повторюсь тогда, да, это значит была встреча, это выбор роддома, мы рожали, госпиталь называется Дюран. Это походы на все анализы, обследования, то есть мы с ней вместе приходим, и она переводит, да, и, соответственно, сами роды и помощь в получении документов на малыша, да, то есть это оформление гражданства на малыша, не на нас, да, только на малыша, то есть вот это вот все включало в себя вот в этот вот комплекс, в эти $1500. Сначала получается внутренний документ, он называется ДНИ, номер, это как у нас ИНН, по сути, то есть номер человека, грубо говоря, налоговый, да, у них это номер ДНИ. Выдается сначала внутренний паспорт, это такая карточка, потом уже на ребенка делается отдельно загранпаспорт, это полноценная уже вот эта синяя книжечка, как наша красненькая паспорт. Так, ну, наверное, поделись первым впечатлением, когда вы с мамой заезжали в первую квартиру, которую мы еле-еле нашли. Да, тут, да, на самом деле сложно выбрать приличное такое вот жилье за адекватные деньги. Сейчас на 2025 год в Аргентине достаточно дорогое жилье. Мы в районе 1000 евро сняли студию. По фотографиям она была такая довольно симпатичная, но фотографии умеют все делать красивые. Теперь да, вообще, мне казалось, это просто лакшери какая-то квартира, потом я это увидел. Да, ну, главные жители там были тараканы. Но мы там прожили пару месяцев. Какие нюансы вообще при выборе жилья? Здесь напряг с техникой, поэтому выбрать квартиру со стиральной машиной – это задача вообще со звездочкой. У нас была стиральная машина, мы нашли такую квартиру. И, ну, и в принципе... Это было еще за 1100 евро примерно? Да, 1100, да, вот я сказала, да, по стоимости. По отоплению. Здесь тоже такие вот моменты, что отопления, в принципе, нет.
да, в квартирах, а мы же приехали летом, нашим летом, российским, а у них как раз начиналась зима. И это максимально такая вот, ну, нет, вообще зима идеальная, там до 5 градусов, ну, было до нуля, конечно, опускалось, всем бы такую зиму, конечно, но если бы в квартирах было бы комфортно и тепло, то это был бы другой разговор, а так как квартиры не отапливаются, ну, у нас был кондиционер, но тоже постоянно выжигать воздух, ну, кислород этим кондиционером такой себе. Да, то есть, да, было холодно, у нас жили тараканы. И мы решили быстро сменить жилье, Да. Съехать оттуда. Когда я приехал, я же позже приехал, я это все увидел, думаю, да, на картинках было совершенно по-другому. Ожидание реальности. Да, ожидание реальность. Если вы будете смотреть на Airbnb или Booking недвижимость, жилье у них, надо быть крайне осторожным, аккуратным, и ожидания и действительность могут не совпадать. Это просто нужно учитывать. Все, первый этап пройден. Я добрался самостоятельно до сюда с этими чемоданами, коробками, сдал все. У меня приняли коробку, не габаритный багаж. Ну, как бы он габаритный, но у меня габариты превышали на 4 сантиметра, и все как бы окей. И я иду в ручной кладь, у меня вообще плюсом вот эта штука. Это просто на свой страх и риск взял. Думаю, ну пропустят, окей, значит у нас будет для ребенка вот такой полик. Плюс, естественно, рюкзак. Поэтому вместо багажа у меня 2 ручной клади. Надеюсь, пропустят. Все, я полетел. И стоимости довольно высокие, я скажу, потому что за 1000 евро в среднем это вот можно, да, снять. Некоторые снимают и по 300 даже, там, не, ну по 300, наверное, нету. 500, 600, 700 евро люди снимают, но заходишь в эти квартиры и хочется плакать, только больше ничего не делать. Мы снимали за 1000, 1100 в среднем, и получается, что это еще считалось дешевое жилье, это, как правило, вот только маленькие студии, очень красивые на картинках, но внутри видно, что это просто взяли все старое, покрасили какой-то самой дешевой краской, и вот вам типа жилье. Это было так, к сожалению. Вот первая квартира, я про то, что говорю. Вообще квартиры, если снимать хорошие квартиры мечты с видом там на океан, правда океан там громко сказано, как бы снимать там довольно большое жилье, двухкомнатную какую-то квартиру и больше, ну, нужно рассчитывать от $2500 где-то до 5. Вот такой диапазон брать, это крутые квартиры, прям хорошие квартиры. Если говорить о обычных квартирах, от 600 до 1500 евро, это будут обычные стандартные квартиры, ничего особенного. Поэтому мы быстро приняли решение переезжать, менять квартиру. Когда я приехал, то увидел, говорю, не-не-не, все, бежим. А самое интересное было даже не то, что с бытовой техникой у них проблемы, хотя это меня очень сильно удивило. А самое интересное было то, что когда я зашел в душевую кабинку. Саша беременная, вот с таким животом. Я захожу, ну, с маленьким животом. И я такой, типа, а как зайти-то? А как туда вообще зайти? То есть я такого никогда не видел, чтобы душевая кабинка была вот ровно вот как солдатик туда встал, и все, и вот так. Поэтому, ну, очень были не очень условия, поэтому мы быстро приняли решение переезжать. Причем, кстати, воспользовались услугами. Есть русские люди, которые, ну, русскоговорящие, там, может быть, с Украины, с Беларуси, с России, с Казахстана. Будь здоров, салют, говорят. Салют по-испански говорят, когда говорят «будь здоров», «ваше здоровье» и так далее. Поэтому, когда мы, про что я говорил, вот воспользовались услугами русскоговорящих людей, есть все вообще, мастера, грузоперевозки, переводчики, юристы, да все есть, в общем, там в Буэнос-Айресе. И получается, что мы переехали вот в другую квартиру, она была и по фотографиям хорошая, и, в принципе, и так она была тоже очень хорошая. Да, намного приятнее. Намного приятнее. И тоже с машинкой. Тоже... Но уже машинка была не погружная такая старинная, а современная. Да, машинка современная, обязательно сейчас тоже это все покажем. Переезд полным ходом. Чуть-чуть вещей. Всего лишь 1 месяц жизни в Буэнос-Айресе. Такая интересная машинка приехала к грузоперевозке. Видали, как круто. На чемоданах? Да. Ну что, заезжаем в новую квартиру. Здесь дискотека у нас где-то у соседей. И вот такая у нас квартира.
Вау, ванна большая, ну это очень круто. Еще и с ванной. Ну это лакшери, да. Для Буэнос-Айреса это одна из самых крутых квартир. Все цивильно, все так свеженько. Когда большой высокий холодильник, это находка, потому что обычно маленькие, такие плохие. Шкафчиков много. Стиральная машина — это самое главное в квартирах Буэнос-Айреса, потому что самая дешевая стиральная машина от 100 тысяч рублей стоит. Кстати, микроволновка. Пожалуйста. О, микроволновка. Все есть. Приборы Тостер, новые кофемашина. приборы классные. Вай, вообще. Это просто сказка, а не квартира. Дизайнерская. Здесь у нас уютный уголок такой. Это будет у нас спальня с детской комнатой. Не, ну все здорово. И самое главное, не на дорогу, а во двор. Конечно, двор тут не сказочный, но у нас есть вот... Ты видела, как балкон смешно выглядит? Здесь кусок балкона и просто сетка. Вау, ну круто, мне нравится. Очень классная квартира, шкаф здоровый. Все супер. Надеюсь, еще под кровать можно что-то будет пихать. Да, тоже шкафчик есть. Вообще космос. Ладно, я пошел остальные вещи забирать. Давай расскажем теперь, как прошли сами роды, да, в госпитале вот этом Дюран, бесплатные роды, а платные стоили, по-моему, около $4000 или 5, да, даже? 5-6 5-6 тысяч. На тысяч момент долларов. моих родов, да, Доула мне говорила, что 5-6 тысяч, и плюс ее услуги, да, соответственно, получалось там 7-8. 7-8 тысяч, да, 7-8 тысяч. Мы выбрали, да, бесплатный роддом. Почему Дюран? Потому что именно наша Доула работала там. Это просто личные ее предпочтения были. Ну, я думаю, что стоит рассказать на самом деле всю правду, почему у нее такие личные предпочтения, надо поделиться. Наш народ уникален, удивителен, и наш менталитет такая классная штука, что оказывается, у нас же был, получается, такой прям наплыв, особенно после 2022 года, людей сначала то в Турцию, то в Таиланд, там, в Вьетнам, куда только не был наплыв. И в Аргентину. В последнее время участились случаи, да, мы начали слышать, что все в Аргентине рожают, потому что это же, да, классно, это гражданство, можно двойное гражданство сделать, это свободная страна, открытая для всех, и доступ к 176, насколько я помню, странам безвизово. То есть, когда мы получаем паспорт гражданина Аргентины, то это просто зеленый свет во многие страны. Поэтому, конечно, многие поехали, но и наши русские успели, конечно, наследить. Я не говорю про русских из России, я говорю про всех русскоговорящих людей. Это и Украина, и Белоруссия, и Казахстан, и другие страны. Потому что наши ребята, конечно, умеют это делать. Когда что-то, особенно, наверное, те, которые живут в больших городах, там Киев, Москва, Минск, наверное, и еще какие-нибудь другие, потому что привыкли к роскоши, привыкли к суперобслуживанию. Возможно, да. Да, у нас очень высокий уровень жизни, я скажу, как и обслуживание, сервисы, ресторан, ну, услуги, товары, все. По сравнению даже вот с Латинской Америкой со всей взять и с другими странами. И, конечно же, люди очень требовательные. Наш народ очень требовательный. И наши успели наследить во многих госпиталях, то есть негативили, что-то там... Ну, скандалили, да. Из-за этого предвзятое отношение к русским произошло. И я хочу просто сделать прям объявление здесь в этом видео, чтобы наш народ, пожалуйста, давайте жить дружно, да, как говорил Леопольд. То есть не скандалить, да, где-то в каждой стране свои правила. В каждой стране могут медленные люди быть, где-то быстрые, где-то услуги по-своему отличаться. Нужно принимать все. И нужно быть благодарным за все, что нам дают, и в других странах в том числе. Мы вообще гости. Да, то есть нужно вести себя, конечно, как гости, не наглеть. Да, просто не наглеть. И поэтому вот Дуола нам сказала, что это Дюран, где мы были, госпиталь, это то место, где русскоговорящий народ не наследил. Просто не наследил. Ну там просто на момент моих родов, по-моему, человек 15 только русских рожало, а так я, может быть, была 16. И к нам было отношение вообще вот, не как будто мы аргентинцы. Вот отношение было такое. Никакого... Даже мысли не было, что мы какие-то не такие или еще что-то. Ну, очень хорошие отношения, очень добрые люди. Я таких не встречал, правда. Да. Ну, сами роды, на самом деле, пошли не по плану. Мягко сказано, да. Было кесарево сечение в итоге вместо запланированных естественных родов.
Но мы старались. Да, мы старались, но все у нас подзатянулось. Но итог в любом случае это здоровый ребенок. Его оценили по какой-то шкале, я забыл, как По она шкале называется. Апгар, да, там 9 из 10, то есть Да. все хорошо. Со мной все в порядке, да, с малышом, это самое главное. Так бывает, то здесь вообще никаким образом ни при чем ни врачи, то есть так случилось. Вот. И я бы хотела, да, акцентировать вот момент, насколько трепетное было ко мне отношение вот от момента схваток, да, когда мы приехали в роддом, роды сами, они постоянно подходили, спрашивали, они предлагали, может быть, вы хотите, чтобы мы зажгли вам свечи, какую музыку вы хотите, чтобы мы вам включили. Конечно, мне было в тот момент не до музыки, не до свечей. Хорошо, что муж был рядом, хотя тоже не планировалось, чтобы он присутствовал в этот момент, но мне нужна была поддержка, поэтому ему, конечно, да, огромная благодарность, что практически от и до, с первой схватки и до момента, когда меня повезли в операционную, муж был рядом, помогал мне с дыханием, как-то поддерживал меня морально, насколько это было возможно. Да, и Вот. самое интересное, что я здесь могу добавить, потому что я тоже прожил очень интересный опыт. Это человек, говорит, который боится даже капли крови. Если у меня кровь из пальца пойдет, я раньше падал в обморок от этого, когда был маленький. Ну, маленький, как мне было лет 15, я не знаю, или 12, не помню точно. Вот, то есть я прям все, что связано с медициной, с операциями, со всем, вот все, что с этим связано, меня начинает мутить прям от этого. И я думал, что я не буду присутствовать ни в коем случае, никогда в жизни я не буду присутствовать на родах. И тут, конечно же, да, моя жена Саша хотела, чтобы я присутствовал. Конечно же, я когда это все начал видеть, я сам понял, что я должен там присутствовать. И мы поехали туда, и я присутствовал на этом. Я, конечно, снимаю шляпу просто перед всеми женщинами, как вы это делаете, я вообще не понимаю. Может быть, у кого-то это очень просто проходит, но здесь это было испытание, самое сильнейшее, самое сложное испытание, наверное, в мире, которое я только видел, которое Да. только возможно. Но, конечно, награда, она всегда самая божественная Да. после этого. Поэтому, да, мне понравилось на самом деле отношение, именно отношение персонала там, в Да. Нюране, именно отношение. И после родов, то есть на каждом этапе сопровождения, после родов мы не жители Аргентины, мы просто гости, мы не имеем гражданства, мы приезжали на все процедуры, да, каждое это, как называется, приемы в госпитале нас встречали как родных. Ну и я еще не рассказала, как после родова, да, когда я родила, ко мне же приходили, там я уже была без доулы, да, и я не говорю по-испански совсем. И приходит же ко мне. Очень много, кстати, приходило, вот ежедневно приходил врач-неонатолог, медсестра одна, медсестра другая. То есть очень много приходило персонала. У меня постоянно измеряли температуру, у меня, у малыша, давление. Мне обрабатывали швы. Мне помогали встать первые сутки, особенно когда самые такие тяжелые, мне помогали встать с кровати. То есть все. И я постоянно через переводчик. То есть я просила, чтобы мне говорили в телефон, и я все переводила через переводчик, и они с огромным пониманием, то есть это было очень приятно. Отношение было действительно вообще потрясающее, вот это вот хочется отметить. Кормили вкусно, вкусно, много, ну там первые сутки был послеоперационный такой стол, там без соли, без всего, а на вторые, третьи, а на четвертый меня уже выписали, да. Лежала я в палате еще с 3 девочками, это все были девочки тоже после кесарева, после операции, вот. Девчонки лежали местные, русских не было со мной в палате, но тоже такие достаточно доброжелательные все. Потом на третьи сутки, когда я уже могла ходить и привезли новую девочку, я помогала уже ей, то есть тоже встать, понимая, насколько тяжело первое время, как раз после операции.
По самому вообще госпиталю, конечно, он очень старый, прямо древнейший, но все очень чистое, максимально чистое. Постоянно приходила уборщица, по 2 раза в день была там влажная уборка, все мыли, убирали, вот это вот вообще не придраться. Ну, а то, что старое, хочется, конечно, все это, чтобы туда спонсировалось как-то, но... Да, и даже вот я когда пришел, да, увидел это отношение, вот знаете, когда смотришь, слышишь, как действуют меценаты, мне кажется, хотелось бы, чтобы нашелся какой-то меценат, который это все проспонсировал, потому что там такие добрые, хорошие люди работают, что хочется, чтобы им просто все это обновили. Да, Потому что когда я сначала очень пришел, думаю, хочется. блин, какой-то СССРовский задрипанный госпиталь показалось. И потом я вообще закрыл на это глаза. Мне вообще все равно было, что за стены вокруг, что находится, когда услышал вот это отношение людей. Да. А нам Ой. нужно покушать. Конечно, нам нужно покушать и продолжить. Да. Ну, конечно, самый интересный момент – это получение гражданства. И для начала нужно поговорить о получении гражданства на ребенка. Первое, что нужно получить, конечно, свидетельство о рождении. Да, первый документ. Да, и свидетельство о рождении мы получали, естественно, подали все данные, документы. Так интересно, что в карточке написали Шаипова Демид, то есть пишут фамилию мамы, как у мамы в паспорте написаны, и имя ребенка, то есть не мужскую фамилию пишут, а по-женски. Но это ничего страшного, это только в карточке. Да, так это, написано. да, только в карте. Да, а дальше, когда мы получали само свидетельство, был небольшой нюанс, там то ли одну цифру пропустили, то ли еще что-то, и нам пришлось переделывать, мы ждали 2-3 недели для того, чтобы получить свидетельство о рождении. Хотя оно делается там 3-5 дней, что-то очень быстро делают. И просто вот маленький нюанс, что надо все перепроверять. Перепроверяйте просто каждую цифру, каждую букву. На каждой стадии. Каждый документ, который вам в руки дают, просто все перепроверяйте, потому что ошибиться может каждый человек на планете Земля, поэтому где-то может быть какая-то ошибка, сразу все это устранить и исправить. Вот первый документ получается свидетельство, и после свидетельства надо получить внутренний паспорт. Это называется вот такая карточка ДНИ. И в свидетельстве уже номер ДНИ будет. То есть, когда они выдают свидетельство о рождении, это причем, и не бойтесь, если вы увидите свидетельство о рождении просто как отсканированную такую бумажку черно-белую, а не официальный документ, как это у нас делают на специальной бумаге, со специальными там вставками, там, я не знаю, там, цветной. А тут просто может быть черно-белый распечатанный документ, и это, да, это все хорошо, это свидетельство о рождении. Обязательно позже нужно на него поставить апостиль. Если вы как бы родили ребенка в Аргентине и хотите еще плюс получить российское гражданство, чтобы у вас было двойное, обязательно апостиль этого документа, свидетельство о рождении. В нем уже прописан номер ДНИ, то есть уже присваивают ребенку этот номер ДНИ. И идете подаваться на получение ДНИ. У нас тоже там были приколы разные, да, с получением ДНИ внутреннего. Да, там у них закончился пластик в Аргентине, ну, как нам сказали. Опять же, мы не знаем, Нет, насколько это возможно, Да, потому что возможно. когда мы зашли в магазины, и мы вам в отдельных выпусках это все показываем, когда увидели цены, у них цены на разные пластиковые штуки, салфетки, ну, какие-то дикие цены, поэтому, наверное, проблемы с Ну, пластиком. есть вероятность, да. И мы ждали дольше, мы ждали недели 3, наверное, да? Да, у нас месяц, по-моему, нет, месяц, Да, месяц даже чуть да, больше. месяц точно. Чуть больше месяца, по-моему, прошло, и только тогда мы получили именно внутренний паспорт. Мы не можем вылететь с ребенком по внутреннему паспорту, дальше нужно получать загранпаспорт, естественно. Вот, поэтому делается, самое главное, сделать внутренний. Все, ДНИ, когда получаете ДНИ, все, гражданство у ребенка есть, все супер. Это было до. Сейчас мы и про обновление все тоже расскажем. А что же произошло такое сейчас в Аргентине, что все просто на ушах стоят, все кричат, волосы на себе рвут, как получать теперь гражданство, что делать, все пропало, не получить гражданство. Нет, на самом деле рано бить тревогу, но нюансы есть, и они очень серьезные. Получается, что ДНИ, да, давали на ребенка, да, загранпаспорт потом можно получить, все, теперь все изменили. Да? Про это сейчас расскажем же. Да, давай. Да. Теперь все изменили, поменяли, вот эти все нововведения ввели, да, чтобы усложнить процесс. Мы изначально тоже летели сюда, чтобы получить гражданство и ребенку, и себе. Мы решили не получать, потому что, да, действительно, с новыми изменениями 2 года нужно пробыть внутри страны. Некоторые даже думают, что можно выезжать из страны, потом заезжать. Нет, это все запретили, закрыли, там все везде, палки в колеса, или как это называется,
позакручивали гайки, вот гайки позакручивали, и сказали, что теперь только 2 года внутри страны сидеть, жить. Тогда только получают родители гражданство. Потом следующее изменение, бац, и теперь дети, которые по рождению, ну то есть рожденные сейчас в Аргентине, тоже не получают сразу гражданство. И здесь гаечки немножко поджали и сказали тоже подтвердить проживание на территории Аргентины. То есть 2 года. Мы приняли решение, что мы 2 года не хотим сидеть на одном месте, мы любим путешествовать, поэтому нам точно выезжать за пределы Аргентины надо, и мы вам покажем пол Латинской Америки, даже, наверное, больше, чем пол, и покажем весь мир, конечно, дальше. Поэтому мы решили, что когда-нибудь, возможно, мы получим. А этот человек точно уже получает, успел в последний вагон, как говорится. Наш аргентинец. Да, наш аргентинец, как бы, рожденный в Буэнос-Айресе. Но самое интересное, что если вы действительно хотите получить гражданство Аргентины, да, это возможно, да, это возможно. И ребенку, и вам, то есть и родителям тоже в том числе. Но надо быть готовым к тому, что 2 года просидеть придется в Аргентине. Знаете, Аргентина божественная, божественная. Я не говорю сейчас только про Буэнос-Айрес. Буэнос-Айрес это отдельная история вообще, это вот только Буэнос-Айрес. Аргентина огромная, посмотрите на карту, взгляните на всю Латинскую Америку. Аргентина огромная, она разнообразная, в ней столько всего удивительного, поэтому 2 года, до 2 года можно вот так менять локации по всей Аргентине, и это все будет максимально интересно. Да, но могут же назначить суд, ты забыл этот нюанс. Точно, я забыл этот нюанс. Могут назначить суд, и он может быть завтра, Надо будет телепортнуться. послезавтра, ну вот если только. Тогда можно просто так путешествовать, Если что только. быстренько свалил из Буэнос-Айреса, например, в какой-нибудь Барелочи, сидишь там в горах, у озер горных, пьешь вкусный крафтовый эль там или еще что-нибудь, и тут такие тебе: алло, быстро в суд, и ты такой в самолет прыгаешь, и в Буэнос-Айрес. Да, но в любом случае можно что-то придумать, но 2 года надо планировать. Мы решили нет, потому что у меня в связи с работой, тоже с моим бизнесом, мне нужно вылетать. Мне нужно вылетать и в Россию, и в разные другие страны, поэтому мы принимаем решение. У тебя гражданство, тебе повезло с родителями, сразу тебе говорю, а мы обойдемся пока что. И потом сделаем. Поэтому проблем нет, как сказать, проблем нет. Проблем нет получить, можно получить, но сложности есть. Есть сложности, есть изменения условий, поэтому будьте к этому готовы. Напоследок хотим сказать, что мечта иметь двойное гражданство или гражданство другой страны, быть свободным в путешествиях, она в любом случае остается реальной. Надо мечтать, надо реализовывать, и все это возможно при желании. Но и, конечно, гражданство все равно получают. Поэтому, если хотите получить гражданство другой страны, да, это можно сделать. Нам казалось вначале, что это очень сложно. На стадии нашей безумной идеи на Бали это было, давай, да, ага, может. Потом, когда приехали в Россию и начали собирать документы, казалось, что это очень сложно, очень много повылезало разных страхов. И не только у нас страхи, но и у ближнего окружения эти страхи вылезали. Но вот так все отметайте, отбрасывайте, потому что потом, когда вы уже все это прошли, вот мы уже это все прошли, мы счастливы, и у нас прекрасный ребенок появился на свет именно благодаря Аргентине, благодаря этой безумной идее получить гражданство, казалось бы, безумной, на самом деле прекрасной идеи, получить гражданство в Аргентине. И что-то мы хотели еще добавить. Благодаря тому, что мы поехали сюда рожать, мы сейчас отправились в большое путешествие, в большое 3-месячное путешествие практически по всей Латинской Америке. Мы уже на данный момент посмотрели всю Аргентину. Смотрите наши ролики. И сейчас мы находимся в Чили, а впереди у нас еще Перу, Боливия, Бразилия, и только после этого мы возвращаемся в Россию. И за все спасибо нашему аргентинцу. Так бы я даже не представляю, когда бы пришла бы нам такая идея взять, арендовать машину и отправиться в такое путешествие. Да, ты наша маленькая вселенная, Да. спасибо тебе. Да. И, конечно, мы смотрели на эти путешествия, разные есть туристические компании, такие крафтовые компании, как их называют, частные, да, которые организовывают путешествия там на Солончак, в Боливию, в Аргентину, в Перу, в Чили. И мы это все увидим, и мы это все вам покажем.
И это все очень просто оказывается, намного проще оказалось, чем мы думали, да? Чем летать постоянно из России сюда. Мы Да. сейчас это все увидим. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь обязательно на наш канал. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Ваша обратная связь нас наполняет, дает нам мотивацию все больше и больше делать, снимать контента, делиться с вами, путешествовать больше, показывать больше. Поэтому дальше мы с вами увидимся в следующих видео, где покажем почти всю Латинскую Америку.